Всем привет! Сегодня мы будем вязать снеговичков. Вот эти вот маленькие снеговички у меня связаны из пряжи Коко. 16 сантиметров высоты. Снимается шапка, пришивается только носик. Связаны они все по одному описанию. Просто немножко с разным оформлением личика. Здесь вот на бок улыбка. На камеру я буду вязать вот этого снеговичка вместе с вами. Он у меня побольше. Высота у него 21 сантиметр. Без шапки. Глазки я приклеивала на клей момент. Можно воспользоваться и глазками на безопасном креплении. Это все не снимается, это все ввязывается в процессе, пришивается только нос. Небольшие утяжки, совсем незначительные. И за место глазок я воспользовалась носиками. Видите, какие они, капельки? Эти вот фурнитура продается как носики. Но мне вполне подошло как глазки. Проволочный каркас, поэтому игрушка может самостоятельно стоять. В стельке, в ножке здесь немножко пластмассы. Любая какая-нибудь пластиковая коробка подойдет. Вырезать. Проволоки на большого вот этого у меня ушло около 70 сантиметров. Проволока идет по ножкам в голову и по ручкам одна в другую. Вот так. Крючок у меня 1,5 миллиметров. Я крючок не меняла. Вязала и маленького, и вот побольше. Все вязала одним крючком. Люблю я эти номера. У меня 1,5, 1,6. Как бы ими мне удобно, и поэтому вяжу. Так, обвязка у меня пряжей софти. Вот это вот я не знаю, что за пряжа, давно у меня лежит. Какая-то тоже такая вот лохматая. Подойдет любая какая лохматая пряжа у вас есть. Мохер подойдет, травка подойдет. Расход пряжи вообще здесь незначительный. Можно связать все из разных цветов, воспользоваться какими-то остатками. То есть можно шапочку одного цвета, а кафтанчик совсем другого цвета. И вот я здесь еще вышивала немножечко, потому что мне показалось скучновато, когда все однотонно. Здесь у меня какие-то звездочки, здесь снежинки, елочки. У этого снеговичка у меня снежинки, здесь луна на башмачках. Расход пряжи невелик, как я уже сказала. Где-то, наверное, на большого у меня ушло грамм по 15-20 каждого цвета. Вот зеленого чуть больше, может быть, потому что шапка много заняла. Белого цвета только голова. Хоть и кажется, что он светленький. Такая вот у него круглая головушка. И совсем чуть-чуть на морковку цветного какого-то вот рыжего. Они у нас из примитивчиков. Ничего сложного в работе нет. Но смотрится очень даже симпатично. Начинаем вязать. Пряжа у меня 4 цветов. Молочного цвета для головы снеговичка. Серая пряжа для валеночек. И цветная пряжа для одежды. Пряжа у меня сапфир 45% шерсти, 50% акрила. То есть это вся пряжа такая. Важное условие, чтобы вся пряжа была одного размера. Может быть, она не будет подходить по составу, но чтобы размер был один. И еще, я буду вязать валенки в 2 нити. Мне кажется, так интереснее, когда большие ноги у снеговиков. Потом они устойчивые, и получится его поставить на ножки, самостоятельно будет стоять.
Начинаем вязать с ручек. Обе ручки вяжутся одинаково. И начинать мы будем с пальчика. У меня это сиреневый цвет. Вяжем варежки, вяжем пальчик. В кольцо амигуруми 6 столбиков. Затягиваем колечко, прокладываем контрастную нить. Петель подъема мы не делаем. Вяжем второй ряд. 2 столбика прибавка, повторяем 2 раза. Сейчас у нас по кругу 8 петель, и нужно провязать 3 ряда с 3 по 5 по 8 петель в каждом ряду. То есть провязываем 3 ряда без изменений. Фиксирующая воздушная петля, вытягиваем сантиметра 2, где-то слишком коротко, обрезать не нужно, чтобы потом где-то у нас не выскочило в работе уже в готовой. Вот такой пальчик. Таких пальчиков нам нужно 2 штучки, ну, по одному на каждую варежку. Так, теперь приступаем к вязанию уже к самой варежке. Также в кольцо амигуруми 6 столбиков. Затягиваем колечко, прокладываем тоже маркировочную ниточку и вяжем второй ряд, делаем 6 прибавок, то есть в каждую петлю мы провязываем по 2 столбика. Третий ряд, 3 столбика прибавка, повторить 3 раза. В кругу у нас сейчас 15 столбиков, и нужно провязать 4 ряда без изменений по 15 столбиков в каждом ряду. Вяжем 4 ряда. 8 ряд, 5 столбиков. Берем пальчик. Теперь нужно по пальчику провязать все петли. Ну, так, чтобы вот там, где у нас хвостик, было все-таки посередине работы, наверное, где-то вот так вот, вот отсюда. Все равно откуда, но не совсем близко к вот этому хвостику. Надо будет провязать все 8 петель просто по кругу этого пальчика. Петля за петлей. И вот будьте внимательны, чтобы там, где у нас хвостик, переход был, не провязать дважды в одну и ту же петлю. Здесь смотрим, чтобы вот попасть в провязанную уже не попасть. Считаем, по пальчику 8 петель должно получиться. И после того, как по пальчику прошлись 8 у нас столбиков, возвращаемся к самой варежке. И здесь у нас до конца ряда 10 петель провязываем по варежке. Девятый ряд, 4 столбика. Убавка, 2 петли провязываем вместе. 6 столбиков. Убавка, 2 петли вместе провязываем. И до конца ряда 9 столбиков. 10 ряд, 5 столбиков убавка, повторить 3 раза. 11 ряд, просто провязываем по кругу 18 столбиков. 12 ряд, столбик убавка, повторить 6 раз. 13 ряд, 2 столбика убавка, повторить 3 раза. Теперь петлю эту нужно временно отложить. Вытягиваем ее посильнее, чтобы она у нас не сползла. Будем вязать ручки. Цвет кафтанчика у меня это зеленый цвет. Теперь будем провязывать только за задние полупетли. Только за задние. Сначала делаем одну фиксирующую петлю. Ее мы не считаем, для того, чтобы нитка держалась.
И будем начинать вязать с этой же самой задней полупетли. Нужно провязать, у нас сейчас здесь 9 столбиков, и нужно провязать сначала первый ряд, ну хорошо, сейчас у нас 14 ряд, давайте мы его провяжем 9 столбиков только за задние полупетли. Провязываем, начиная с этой же самой петли провязываем 9. Смотрим, чтобы эта петля не убежала, она нам потом понадобится. Вот она оттянутая, так и пусть и будет. Прокладываем маркировочную нить, вот этот хвост зеленый, сейчас лучше туда спрятать вовнутрь, чтобы он не мешался и не путал мне ряды. Прокладываем маркировочную ниточку. Один ряд мы провязали, и еще нужно провязать, вот без изменений, еще 9 рядов. То есть, чтобы вот у меня зеленых получилось всего 10. Один провязала, вяжу еще 9 рядов, по 9 столбиков в каждом ряду. Делаем воздушную фиксирующую петлю, ниточку обрезаем и возвращаемся к своей вот этой вот вытянутой петле. Мы вязали за задние полупетли, соответственно, передние полупетли у нас остались, вот они, видны. Вот возвращаемся в эту петлю, ряд у нас 14, да? Потому что с 14 мы начинали зеленые вязать, но это все равно 14 ряд сиреневой части. И нужно провязать по кругу 2 столбика прибавка 3 раза. Вяжем по кругу 2 столбика прибавка. 15 ряд у нас сейчас в кругу 12 петель, нужно просто их провязать по кругу 12 столбиков за обе полупетли. Делаем соединительный столбик, вытягиваем петлю, ниточку обрезаем. Теперь вот контрастную тоже можно уже убрать. И вот эту нитку мы прячем вовнутрь. Цепляем за столбик куда-нибудь там вовнутрь и прячем. Теперь можно по рукавичке какой-нибудь пушистой пряжей обвязать. Будет симпатично. В общем, таких ручек нужно связать 2 штуки. 2 одинаковых. Сейчас вот спрячу это, у меня будет готова вторая ручка. Ручки временно убрали, теперь мы будем вязать валеночки. Вяжу, я говорила, в 2 нити буду вязать. При этом крючок я не меняю. Как у меня был крючок 1,5 мм, так он у меня и остается в работе все время. Считаете нужным, поменяйте. 10 воздушных петель. Маркировочная нить. Во вторую от крючка начинаем вязать по цепочке 8 столбиков. В крайнюю петлю провязываем 3 столбика. 1, 2, 3 в одну петлю. По обратной стороне цепочки, по другой стороне цепочки 7 столбиков. В крайнюю петлю делаем прибавку. Провязываем 2 столбика в одну петлю. Ряд у нас закончен. Круговой ряд. Маркировочная ниточка. Вяжем второй ряд. Прибавка. 1, 2 в одну петлю.
7 столбиков, 3 прибавки, 1, 2, в одну петлю, 1, 2 во вторую петлю и 1, 2 в третью петлю. 7 столбиков, 2 прибавки, 1, 2 в одну петлю, 1, 2 в следующую петлю. Ряд у нас окончен, перекидываем маркировочную нить. Третий ряд, 1 столбик, прибавка, 1, 2 в одну петлю, 7 столбиков, столбик, прибавка, повторить 3 раза, 7 столбиков, столбик, прибавка, повторить 2 раза. Четвертый ряд, 2 столбика, прибавка, 1, 2 в одну петлю, 7 столбиков, 2 столбика, прибавка, повторить 3 раза, 7 столбиков, 2 столбика, прибавка, повторить 2 раза. Это у нас получилась подошва, валеночка. Теперь нам нужно сделать твердую стельку, чтобы у нас снеговичок стоял. Вот у меня коробка из-под мороженого. Очень плотная. Сейчас надо вот приложить. Я уже сделала заранее. Приложить и вырезать стелечку. Не забываем, что ножки у нас 2. Вяжутся они одинаково. Поэтому нам нужно 2 таких детальки. Пока откладываем. Возвращаемся в петлю. У нас 5-й ряд. 5-й ряд вяжем по кругу только за задние полупетли. У нас здесь 38 петель. Провязываем 38 столбиков. Только за задние. Теперь вяжем уже за обе полупетли 4 ряда без изменений. 38 в каждом ряду. 10-й ряд. Убавка. 2 петли вместе. Столбик. Убавка. 2 петли вместе. Столбик. 8 столбиков. 4 убавки, 9 столбиков, убавка, 2 петли провязываем вместе, 1 столбик и 2 убавки, 1, 2 вместе и 2, 2 вместе. Ряд у нас окончен. 11-й ряд, 2 убавки, 1, 2 вместе провязываем, 2, 2 вместе провязываем, 7 столбиков, 3 убавки, столбики с накидами.
делаем накид, вытягиваем одну петлю, так, накид, вытягиваем петлю, провязываем 2 петли, на крючке у нас 2, снова делаем накид, вытягиваем петлю, провязываем 2 петли, на крючке у нас 3, провязываем одной, сделали одну убавку, столбики у нас с накидами, нам надо 3 убавки сделать, делаем вторую убавку, столбики с накидами, вот двойная получилась и не очень хорошо идет, ничего, поплотнее будет. Вторая убавка готова. И третья убавка готова. Мы сейчас провязали 3 убавки, столбики с накидами. Дальше вяжем 7 столбиков, 2 убавки, 1, 2 вместе, 2, 2 вместе и 1 столбик, ряд окончен. Вытащу петлю и теперь стельку, которую вырезала, я ее вставлю. Пока отверстие позволяет. Если стелька большевата, вытаскиваем, обрезаем. Не забываем про вторую стельку обрезать. И продолжаем вязать. У нас 12 ряд. Вяжем 6 столбиков. 4 убавки, столбики с накидами. Мы уже провязывали в прошлом ряду. Также делаем накид. Провязываем 2 петли, на крючке 2, накид. Провязываем снова 2 петли, на крючке 3 и провязываем их одной. Это у нас была одна убавка. Вторая убавка. Третья убавка. Четвертая убавка. Мы провязали 4 убавки, столбики с накидами, и до конца ряда у нас 8 столбиков. Теперь нам нужно для ножки отмерить проволочки, поэтому я петлю немножечко вытягиваю, чтобы она у меня не убежала. Как я рассчитываю длину проволоки? Проволока будет проходить по ногам и в голову. Я беру проволоки 4 длины подошвы. 1, 2, 3 и 4. Пусть это будет неровно прям совсем. Можно, конечно, отмерить по сантиметрам и здесь вымерять, но я думаю, что это ни к чему. И откусываю. Теперь нужно сделать петлю, чтобы не просто так вот вставить, будет у нас гулять ножка. Надо сделать петлю. Петля у меня вот эту вот стельку, как это, подошву, поделим на 2. И вот получается, чтобы петля у меня была в половину приблизительно
этой вот стельки. Вот такая вот она, пошире я ее здесь делаю. Вот так. Где-то в половину вот этой вот подошвы. Вот так. И надо ее, конечно же, зафиксировать, чтобы она где-нибудь там не развернулась потом и никого не наколола. Просто обматываю. Сгинаю. Вот так. Вставляю в калошу. И нужно заполнить наполнителем. Дальше мы уже будем вязать с проволочкой, переходить на ножку. Сейчас наполняем, чтобы она у нас плотненько, вот эта вот проволока стояла. Заполнила, вот хорошо у меня там проволока держится. Возвращаюсь я в вязание, в петлю. У нас 13 ряд. Вяжем 5 столбиков и, конечно, стараемся так, чтобы синтепон не зацепить. 3 убавки, столбики с накидами. То есть 3 раза мы делаем убавки. И до конца ряда 7 столбиков. В ряду сейчас у нас 15 петель, и мы провязываем 14 ряд просто по кругу без изменений, 15 столбиков. Оттягиваем петлю временно. Теперь будем вязать штанишки. У меня штанишки под цвет варежек, тоже сиреневого цвета. Теперь вяжем только за задние полупетли. Сначала делаем фиксирующую петлю. Теперь я беру нитку одинарную, уже в 2 сложения вязать не буду. 2 сложения у меня были только на валенке. Я фиксирую петлей и ее не считаю. Это чтобы у меня держалась эта вот ниточка. За задние полупетли с этой же самой петли, начиная, вяжем 3 столбика, убавка. 1, 2, 3, убавка. 2 вместе провязываем. Только за задние. И еще 2 раза до конца ряда также 3 столбика, убавка. Хвост туда сразу прячем, чтобы не мешался. Прокладываем маркировочную ниточку. У нас 16 ряд. Мы вяжем по кругу 12 столбиков. Просто провязываем петли без изменений. 17 ряд. 2 столбика, убавка. Повторяем 3 раза. В кругу у нас сейчас 9 петель. И нужно провязать 10 рядов по 9 петель. Штанишки мы набивать не будем. Поэтому просто провязываем, не набивая, 10 рядов без изменений. Делаем воздушную фиксирующую петлю, ниточку обрезаем, возвращаемся в петлю серую и провязываем за передние полупетли 4 столбика прибавка, повторяем 3 раза. В кругу у нас сейчас 18 петель, и мы провязываем 18 столбиков по кругу без изменений за обе полупетли. Делаем соединительный столбик. Ниточки обрезаем и прячем вовнутрь работы.
таких ножки нам надо сделать 2 одинаковых штучки. Вяжем вторую такую же. Продолжаем вязать штанишки, чтобы цвет не попутали. Если у нас ножки закончились вот у меня на сиреневом цвете, значит я продолжаю сиреневым. Вяжем тело. В петлю амигуруми 6 столбиков. Затягиваем петлю, прокладываем маркировочную нить и вяжем второй ряд 6 прибавок. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. Третий ряд столбик прибавка повторяем 6 раз. Четвертый ряд 2 столбика прибавка повторяем 6 раз. Пятый ряд 3 столбика прибавка 6 раз повторяем. Шестой ряд 4 столбика прибавка повторяем 6 раз. Седьмой ряд 5 столбиков. Берем ножку. Ножка у нас будет крепиться вот так. Вот носочек. Если носочек на меня, то вот так вот должна крепиться ножка. Соответственно, с левой стороны у меня это раз, два, три. Четвертая будет петля, если считать слева от хвостика. Вот так. Нужно провязать 3 петли вместе, ножки вместе вот с этой частью, которую мы сейчас провязали, с вот этим вот кружком. Отсчитываю 4 петли. Петля у меня здесь вот на крючке, я ее не убираю, она так у меня и есть. Отсчитываю. Раз, два, три. Вот она, четвертая. Ввожу сначала с внутренней стороны в эту петлю. Вот он носок. И теперь в следующую петлю на вот этом кружке. И провязываю их, эти петли, вместе. Протягиваю петлю и провязываю. Раз. Надо провязать 3 петли. 2. Смотрю, не ошибиться куда. Так, вот и вот 3. 3 петли вместе провязала с ножкой. Продолжаем вязание по кружку. 15 столбиков. Берем вторую ножку. Теперь нужно отсчитать справа от хвостика. Вставляем, вот у нас петля здесь так и остается от этой части. Так, вот так будет крепиться. Вот он, носок у меня. В пятую петлю, вот пятая у меня, от хвостика, если отсчитывать, точно так же в нее я ввожу с внутренней стороны крючок. Вот так. И провязываю 3 петли вместе с ножкой. Здесь петля и здесь следующая на кружке петля. Провязываю одной. Раз. Следующие 2 петли, одна от ножки, другая от этого кружка. 2. И следующая, третья петля. Тоже их провязываем вместе. И уже только по кружку вяжем 10 столбиков до маркера. Вот что получилось. Эта ножечка у меня вот так стоит прямо, а эта ножка у меня вот так вот идет в бок. Видите? Если вы хотите, чтобы она тоже вставала прямее, ну, вот так вот, да,
Ну, соответственно, нужно ввязывать тогда ближе к хвостику сюда будет. У меня задумка такая, чтобы он немножечко у меня так вот стоял, не ножки были не ровно, вот так. Поэтому я так вязала. Теперь нужно вот эти вот проволочки согнуть. Вот так. Потому что у нас будет так сейчас эти тела. Их нужно вот так согнуть и обмотать изолентой, чтобы было легче вязать, чтобы у нас ноги не разъезжали в сторону и не мешали нашему вязанию. По всей длине соединила. Ну, вот эта вот часть у нас должна по задумке уходить в голову. И будет держаться шея. Ручки у нас будут на отдельном каркасе. Возвращаемся в петлю. У нас 8-й ряд. Мы вяжем 5 столбиков. 6 столбиков вяжем по ножке. 15 столбиков по телу. 6 столбиков по ножке. И 10 столбиков до маркера по телу. В кругу у нас сейчас 42 петли. И нам нужно провязать 3 ряда без изменений. С 9 по 11 по 42 столбика в каждом ряду. Теперь нам нужно поменять цвет. У меня это зеленый цвет каштанчика. Прикладываю справа хвостик, прикладываю вот так вот, соединяю ниточки. Вытягиваю оба цвета, а провязываю потом только одним зеленым. Вот этот хвост завожу сюда вот назад. Эту нитку сиреневую протягиваю вдоль петель и буду сейчас прихватывать, чтобы потом у меня там нигде не расползлось. Буду какое-то время ввязывать, ну, в ряд получается. У нас 12 ряд, нам нужно провязать все петли просто по кругу. 42 столбика провязываем по кругу. Ну, где-то петель 5, наверное, вот один столбик мы провязали. Где-то, наверное, петель 5 я провяжу так, чтобы у меня вот эта вот нитка сиреневая оказалась там внутри работы. Вот так. За обе полупетли провязываем. Все. Достаточно. Теперь можно вот эту сиреневую уже обрезать. И продолжаю уже вязать зеленый до маркера по кругу, без изменений. 13 ряд вяжем по кругу без изменений, но только за задние полупетли, только за них. 14 ряд теперь уже будем вязать за обе полупетли. Вяжем 12 столбиков убавка, повторяем 3 раза. 15 ряд 11 столбиков убавка, повторяем 3 раза. 16 ряд просто провязываем по кругу без изменений 36 столбиков. 17 ряд 10 столбиков убавка, повторяем 3 раза. 18 ряд 9 столбиков убавка, повторяем 3 раза. 19 ряд просто провязываем по кругу 30 столбиков без изменений. 20 ряд 8 столбиков. Теперь берем ручку. Вот она у нас. Надо разместить так, чтобы пальчики были наверху.
Вот так. То есть складываем, значит, вот эту вот деталь и смотрим, где у нас петля. Вот она. Эта петля у нас на крючке. Вот соединила вот так деталь. Смотрю, где у меня крайняя петля. Вот она. Пальчик справа, наверху. Вставляю крючок в эту петлю. И провязываю по всей ручке 9 столбиков. Только по ручке. Не соединяя с телом. Так. Провязала 9 петель по ручке. Теперь перехожу на тело и вяжу 15 столбиков. Беру вторую ручку, соединяю вот вместе. Смотрю, пальчик у меня смотрит влево. Смотрю, где с этой стороны у меня крайняя петля. В нее ввожу и по ручке, по второй, провязываю по кругу ее 9 столбиков. И 7 столбиков по телу до маркера. Сейчас получается, мы замкнули вот эти вот 3 детали в круг, в большой. И 21 ряд продолжаем вязать по кругу. Уже вместе с ручками совсем. 7 столбиков. Убавка 2 столбика, повторить 3 раза. 12 столбиков. Убавка 2 столбика, повторить 3 раза. И до конца ряда 5 столбиков. Теперь нужно деталь заполнить. Заполняем брюшко хорошенечко. В руки я вообще не напихиваю наполнитель. Вы смотрите, если хотите, может быть, варежки. Вот сюда не нужно, потому что мы еще будем вставлять проволочку. А вот в брюшко хорошенечко там между проволокой, где вот у нас наполнитель, надо подпихнуть. И потом уже будем заполнять по мере вязания работу, поэтому прям совсем до конца сейчас не надо, а вот здесь вот нужно. 22 ряд, 5 столбиков убавка, повторить 6 раз. 23 ряд, 4 столбика убавка, повторить 6 раз. Теперь временно отложим вязание. И нам нужно замерить и вставить проволочку в ручки. Вот я растягиваю руки. Проволока будет идти из одной в другую. Просто прикладываю. Вот так. И с учетом того, что здесь будут небольшие петли на ручках, еще где-то там, ну вот сколько у меня здесь, ну пусть сантиметров 5. Заверну в петли с одной и с другой стороны. Зафиксирую изолентой. Теперь нужно вставить сюда проволоку в одну ручку. Это у меня вот лицо, да, у нас по изнаночной стороне маркер, в смысле по спинке проходит маркер. Это вот личико. Проволоку завожу за вот эту проволоку, где будет голова.
Вот так плечики у нас будут. И вставляю в другую ручку. Вот как получилось. Продолжаем вязать. У нас 24 ряд, и мы вяжем 3 столбика убавка, повторяем 6 раз. 25 ряд, 2 столбика убавка, повторяем 6 раз. 26 ряд, столбик убавка, повторяем 6 раз. Теперь нужно поменять на цвет белый и вяжем только за задние полупетли. Хвостик вот у меня справа, только за задние. Вытягиваю оба цвета, потом только белый. Белым провязываю. Это белое сюда, хвостик. Если здесь не очень красиво, я потом прикрою это все какой-нибудь лохматой опушкой. А если вы хотите так делать, без обвязки, старайтесь аккуратно и красиво сделать. И за задние провязываем по кругу 12 столбиков. 28 ряд, уже за обе полупетли провязываем белой пряжей 12 столбиков. 29 ряд нужно сделать 12 прибавок. У нас 12 столбиков. Делаем 12 прибавок, то есть в каждую петлю провязываем по 2 столбика, и у нас получится 24 петли в ряду. 30 ряд просто провязываем 24 столбика без изменений по кругу. 31 ряд, 3 столбика прибавка, повторяем 6 раз. 32 ряд, 4 столбика прибавка, повторяем 6 раз. 33 ряд, 5 столбиков прибавка, повторяем 6 раз. 34 ряд, 6 столбиков прибавка, повторяем 6 раз. 35 ряд, 7 столбиков прибавка, повторяем 6 раз. 36 ряд, 8 столбиков прибавка, повторяем 6 раз. В кругу у нас сейчас 60 петель, и нужно провязать 2 ряда, 37 и 38, без изменений по 60 столбиков в каждом ряду. 39 ряд, 9 столбиков прибавка, повторить 6 раз. Сейчас в кругу 66 петель, и нужно провязать 10 рядов по 66 петель. С 40 по 49 без изменений. 50 ряд, 9 столбиков убавка, повторить 6 раз. Следующие 2 ряда, 51 и 52, провязываем без изменений по 60 столбиков в каждом ряду. 53 ряд, 8 столбиков убавка, повторить 6 раз. 54 ряд, 7 столбиков убавка, повторить 6 раз. 55 ряд, 6 столбиков убавка, повторить 6 раз. Теперь мы будем наполнять голову и потом уже дальше наполнять по мере вязания. Если вы будете делать глазки на безопасном креплении, то следует вставить их сейчас, потому что мы будем все время на убавление делать работу и закрывать, потом будет сделать это невозможно. Уже видно, уже шарик хороший, уже видно, где у нас будет середина личика. Делайте глазки чуть-чуть, наверное, повыше. Можно просчитать, где у нас было 10 рядов по прямой. Чуть-чуть повыше середины вставляйте глазки. Я глазки буду приклеивать, поэтому продолжаю работу. Сейчас наполню. У меня это синтепон.
наполнитель. Если вот этот штырек, который здесь вот у нас, и вы понимаете, что он слишком длинный получился, да, то есть будет пробивать макушку, ну, значит, его можно просто загнуть. Вполне хватает, шея вот у нас хорошо держится, вполне хватает до середины головы, вот так где-то. Заполняем. 56 ряд, 5 столбиков убавка, повторяем 6 раз. 57 ряд, 4 столбика убавка, повторяем 6 раз. 58 ряд, 3 столбика убавка, повторяем 6 раз. И не забываем наполнять работу по мере вязания. 59 ряд, 2 столбика убавка, повторяем 6 раз. 60 ряд, столбик убавка, повторяем 6 раз. 61 ряд можно сделать 6 убавок, то есть 6 раз провязать по 2 вместе. Сейчас у нас 12 петель. А можно провязать через одну. Одну петлю пропускаем, вторую провязываем столбиком. Мне кажется, так стягивается отверстие лучше. Не будет такой пипочки ненужной здесь. Через одну. Одну пропускаем, вторую провязываем, просто чуть потуже стягивая петли. До конца ряда через одну петлю. Ну, в принципе, по количеству получится то же самое, если бы мы провязывали по 2 вместе. Вот я подошла к своему маркеру. Последнюю петлю провязываю. Теперь нить отстригу. Маркировочную убираю, она уже не нужна мне. И вот это малюсенькое теперь отверстие стяну также через одну, прихватывая за передние полупетли. Но здесь особо прям даже и прихватывать нечего, потому что тут уже все стянуто. В какую-нибудь любую близ лежащую петлю провяжу столбик и спрячу вовнутрь головы этот хвостик. Вот такая вот аккуратная макушка получается.